Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим, какая же новая история любви вас ожидает. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Итак, смотрим, какая сейчас ситуация проигрывается в ваших отношениях, либо же в вашей жизни. Да, посмотрим, у кого здесь что есть. Знаете, нет, скорее отношений здесь нет. Отношения были, но они закончились. Отношения очень плачевные. Когда вы знаете, вот, ну почему-то хочется сказать, ни в грош не ставили. Вот унижали, оскорбляли. Вот женщина это делала. Женщина, которая очень сильно любит деньги. Женщина, которая любит красоваться, и все должно вертеться вокруг нее. Это дамочка, которая вот ставила вам нож в спину и ну просто убила наповал, да. Ну вот не хочется даже мне о ней говорить больше ничего. Ну то есть у вас сейчас проигрывается довольно такая неприятная ситуация. У каждого это будет свой срок, да. У кого-то это более свежие раны, у кого-то это прошли годы. Но отпечаток очень и очень сильный остался. Даже спустя годы, если у кого. Так. Вы мужчина при деньгах, в общем-то. Вы знаете себе цену. Вы много чего добились в своей жизни. Вам, может, даже было очень непросто становиться на ноги. Вот у вас были такие периоды по жизни, когда, может быть, не за что было даже жить, да. Может, приходилось даже деньги одалживать. Ну, то есть такие вот крутые, знаете, взлеты и падения были. Такие волнообразные периоды в жизни. Личная жизнь сейчас у вас на паузе пока стоит. Хотя вот вы мечтаете, знаете, вот вы мечтаете о такой красотке. Вам хочется вот в чем-то даже красотку, похожую, может быть, на свою бывшую. Ну, я имею в виду внешность, может быть, фигуру, какие-то черты характера. Я не беру негативные черты, да, но вот что-то ведь в ней было, то, что вам очень нравилось, да, вот в что вы влюбились, за что вы ее полюбили, может быть, да. Вот вы мечтаете все равно, пусть даже, может быть, подсознательно, может, даже боитесь самому себе признаться, что вот хочется, чтобы хоть что-то было похоже в новой женщине, потому что вы очень сильно любили свою бывшую. А может быть, даже еще и сейчас не, ну, любите до сих пор ее. Так. Работа может быть связана с поездками какими-то у некоторых. Так. Итак, новая история любви. Вот после вот этого вашего периода, когда вам плохо, да, когда вы не знаете, куда себя деть, куда бежать, что делать, да, вот вам, ну просто вот знаете, как будто сама Вселенная пошлет совершенно другую женщину. Женщину, которая вот сначала вы, может быть, подумаете, что это будет так, мимолетный романчик, да, для интима чисто. Но вот почему-то, знаете, вот вы как-то вот неожиданно все-таки влюбитесь. Это, ну не обязательно, что, нет, это не любовь с первого взгляда, скорее со второго, наверное. Поначалу вы ее воспримете, ну, не очень-то серьезно, да, ну, забава и забава, да. Но, как окажется дальше, это будет ваша новая история любви. Поначалу вы будете как-то, ну, знаете, вот очень и очень осторожно к ней относиться. Вы даже не покажете сразу, что она вам нравится. Вы будете так как-то, знаете, холодно, сдержанно общаться, будете присматриваться к ней. Вот в чем-то, да, вы, может быть, ну, не то, чтобы хотите отомстить бывшей. Ну, вот знаете, приведу пример. Бывают такие мужчины, я, конечно, не сторонник таких действий. Вот бывают мужчины, которых женщина обидит, да, вот бывшая, допустим. И они потом специально вот знакомятся с женщинами, ну, либо же не специально, и вот делают какие-то пакости, вот вымещают на женщинах, да, вот делают что-то такое, чтобы, ну, какую-то вот, пусть даже легкую, но боль принести женщинам. Есть такие случаи, да, это страшно, это нехорошо.
Но вот какая-то, вот знаете, как вот укол из-за угла. Вот я даже не знаю, как это назвать, да? Вот смотрите, потому что у вас может проигрываться ситуация, что вот вы еще злитесь на весь женский род, да, после вашей бывшей. И поэтому вы можете как-то, знаете, вот даже в отношениях с этой новой женщиной где-то, может быть, уколоть ее, да, вот сиронизировать, вот, ну, как-то такая, знаете, вот пассивная агрессия. Вот это называется пассивная агрессия. Не нужно этого делать, потому что, ну, женщина не виновата, ведь что вам сделали больно, да. Не нужно ни на ком вымещать, но это вас не спасет. Ну, хорошо, да. Я не говорю, что это все, ни в коем случае, да, я никого не хочу обидеть, но есть такие случаи, и довольно часто. Вот именно мужчины, которые обозлились на весь женский род. Вот они стараются как-то, вот как будто бывший, они мстят через других женщин. Но это глупо и смешно, я считаю. Да? Ну при чем же здесь другой человек? Она ведь не отвечает за то, что вас когда-то кто-то обидел. Да? Поэтому не нужно никаких колкостей, не нужно никого опускать. Да? Вот некоторые бывают как-то пренебрежительно относятся вот к женщинам. Да? Чтобы показать, вот теперь я буду в этих отношениях, я буду главная, ты будешь вот как бы ниже плинтуса, да, вот есть такие кадры. Поэтому не нужно, потому что может быть у вас такое искушение, у некоторых, повторяю, чтобы как-то немного опустить, нагнуть вот эту новую женщину, что теперь ты мне будешь подчиняться, да, вот как довольно часто мужчины, которых обидели, мужчины говорят, что теперь я никогда и никому не позволю ноги от себя вытирать. Да, нельзя позволять вытирать от себя ноги, но не нужно унижать и другого человека просто потому, что вас когда-то кто-то обидел. Поэтому будьте осторожны, да, вот я вас предостерегаю. Но никто не виноват за то, что кто-то что-то там где-то накосячил. Так, смотрим дальше. Что нам расскажут Таро? У вас будет, да, вот именно вот эта вот новая женщина, как я уже говорила, красивая, ухоженная, суперская во всех отношениях. Вот именно, вы понимаете, как какая-то странная ситуация проигрывается. Вот вы и влюбитесь в нее, и в то же время вот могут быть моменты, вот эти, что я только что проговаривала, да, где-то уколоть, вот где-то вот возвыситься, да, вот как будто вот захочется вам корону одеть, что вот теперь я царь и бог, я больше не буду нигде там прогибаться и прислуживать, да. Ну вот что-то такое может проигрываться, поэтому я еще раз говорю, я вас предостерегаю. Потому что женщина очень хорошая, женщина, знаете, вот, ну она вот настоящая какая-то, вот, да, и вот я смотрю на расклад, ну даже вот энергетически, ну она очень добрая, она вот и красивая, и в то же время она простая, да, в общении, во всем, в жизни, да, вот кто с ней общается, но люди к ней тянутся. Поэтому не нужно, тем более, такую женщину как-то пытаться уколоть, где-то унизить, да, не нужно показывать, что я здесь царь и бог, и у меня корона, да. Ну, то есть, женщина очень и очень хорошая, еще раз повторяю. Так, посмотрите, она еще и по судьбе вам, да, судьба, брак. Поэтому я вас еще раз предостерегаю, да, женщина, это будет вам по судьбе дана. Она, вот знаете, она как-то вот вам попадется, знаете, вот в жизни в тот момент, вот именно когда нужно. Но нужно не вам, а вот как будто это вот высшие силы вот вам пошлют ее в нужный момент. Потому что очень часто мы что-то просим, да, а нам свыше не дают, значит, мы еще не готовы. Вот ее вам пошлет сама судьба, да, у нас колесо фортуны. Вот именно в тот момент, когда уже вот можно вам, да, вот когда нужно вам именно новые отношения. Когда вы будете готовы, но еще вот эта вот злость ваша, она может немного не улечься.
Вот. Женщина, с которой у вас новая история любви, женщина, с которой у вас брак падает, да, женщина, с которой вот начнется постепенно у вас такое, знаете, вот уравновешивание, потому что нервная система у вас очень сильно расшатана. Она просто убита в хлам, ваша нервная система. С этой женщиной вы даже, знаете, вот немного так поспокойнее, что ли, станете. Главное, вот я вас еще раз прошу, не нужно никаких женщин, вот при знакомстве там, либо вообще при новых отношениях, не нужно никого пытаться уколоть, унизить, да, просто потому что вот у вас обиды, говорят, вот обиды на бывшую. Ну никто, ну согласитесь, никто ведь не виноват, да, мы не отвечаем за поступки других людей. И эта женщина будет не виновата. А если вы начнете ее унижать где-то в чем-то, да, показывать, что вы царь и бог, вы просто можете потерять хорошую женщину, и как бы, а встретите ли вы еще одну такую, это уже не факт. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!